В MMORPG Arcade прямо сейчас происходит событие, которое за последние несколько лет стало достаточно привычным. 12 сентября свои двери распахнул новый сервер Мираж, который позволит новичкам и опытным игрокам начать все с самого начала. Да, так сказать, кому-то вспомнить молодость, а кому-то комфортно стартануть в отличный MMORPG. Я бы даже сказал легендарный MMORPG, особенно для наших широт. В нашем новом ролике поговорим о том, что конкретно ожидает игроков на Мираже, о том, стоит ли, что называется, шкурка выделки, а также о некоторой неоднозначности этого события, которая, забегая вперед, на мой взгляд, вообще ничему не мешает. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Для начала традиционный ликбез. Да, понимаю, вряд ли в наших широтах найдется хоть один уважающий себя любитель MMORPG, который не слышал про Arcade. Тем не менее, вы не поверите, случается и не такое. Итак, Arcade — это фэнтезийная MMORPG азиатского типа, которая в наших широтах стала доступна в далеком 2014 году. Причем в России, если не брать в расчет азиатский регион, эта игра появилась фактически первой после непосредственно Кореи и Японии. Более того, продолжает чувствовать себя здесь довольно неплохо по сей день. Ничего не скажешь о глобале, где Arcade относительно недавно была закрыта. К этому моменту мы еще вернемся. Из ключевых моментов Арчаги я бы выделил большой открытый мир, где можно отхватить не только от мобов, но и от реальных игроков, внушительный набор игровых классов, каждый из которых составляется из 3 специализаций, а также достаточно обширный пласт так называемого мирного контента, который, тем не менее, иногда пересекается с немирным. Да, знаете ли, обычная поковозка не всегда бывает такой уж мирной. Уверен, у подавляющего большинства старожилов Арчаги хватает экшонистых историй, которые связаны, казалось бы, с таким мирником. Вот возить паки. Ну и как вы, наверное, догадались, лично для меня главный аспект Arcade, в принципе, который выделяет ее среди сонмища других MMORPG, это PvP. У нас не так много PvP-ориентированных проектов на рынке, я имею в виду в жанре MMORPG, и более того, мне нравится, как в Arcade организовано это самое PvP. Вот если бы я сегодня брался делать какую-то MMORPG, я бы смотрел в том числе и в сторону Арчаги, потому что, ну, плюс-минус, вот как-то так это и должно выглядеть. Собственно, именно этот аспект, на мой взгляд, и позволяет Arcade оставаться востребованной в наших широтах спустя долгие годы поддержки. Потому что, как я уже неоднократно говорил, именно PvP позволяет наделить MMORPG необходимым уровнем реиграбельности и тем контентом, который, по сути, игроки делают для себя сами. Переходим непосредственно к новому серверу. В конце августа 2024 года Astrum Entertainment, которая, я напомню, издает Arcade в наших широтах, внезапно сообщила о том, что уже в сентябре месяце этого года планируется старт нового сервера развития под названием Мираж. Из особенностей выделили возможность получать дарукоины за ежедневные активности, но, разумеется, с возможностью потом эти самые дарукоины обменять в специальной лавке на чего пополезнее. Возможность стартануть в равных условиях с учетом развития сервера в 5 этапов и, разумеется, кучу всякой полезной халявы, которая будет насыпать на новом сервере каждый день. Также напомнили о том, что это все-таки особая группа серверов, поэтому создать персонажа на Мираже смогут либо игроки с абсолютно новыми аккаунтами, либо те, кто уже засветился на Рейвене, Ифнире или на Гашаре. Помимо прочего, стало известно, что на Мираже будут появляться уникальные и полюбившиеся многим русскоязычным игрокам предметы: яркие наряды, необычные домики и тематические глайдеры. Передача предметов из корзины на Мираж какое-то время будет ограничена, а перенос персонажей на другие серверы закрыт до непосредственно сообщения об открытии. Ну и, конечно же, будет действовать отдельный аукцион. Что ж, а теперь давайте разбираться в подробностях, тем более, что подробностей перед стартом щедро отсыпали. За создание персонажа на новом сервере вы моментально получите в инвентарь так называемые инвестиции торгового союза, которые будут включать в себя ездового питомца Дымок с сопутствующей амуницией, боевого питомца Малыш Билли с комплектом сбруи, а также сумку для сбора трофеев на 30 дней. Малый комплект припасов, который будет доступен до 13.03.2025 года, и большой комплект припасов до 12.05.2025. Первый позволит ежедневно забирать коробочку с рубиновым эликсиром на 3500 очков опыта для боевого пропуска главный герой, а также сферы анимага в количестве 3 штук. Для того, чтобы забрать, нужно будет пробыть в игре 60 минут.
Второй комплект, в свою очередь, обогатит нас очками работы, большим количеством опыта, трофеями и очками чести. Тоже, понятное дело, каждый день. Большой комплект припасов можно найти во вкладке «События» внутриигрового магазина, причем нужно успевать забирать ящики и использовать все его содержимое до 0000 МСК ежедневно. Разумеется, в процессе прокачки нам с завидной периодичностью будет падать всякое полезное. С 10 по 55 уровни через каждые 10 уровней, а с 51 по 55 и вовсе каждый уровень, плюс много всего дополнительно при наличии активной премиум подписки. Также 1, 10, 20 и 30 героические уровни тоже будут отмечены вкусными наградами. Насыпают, на мой взгляд, достаточно щедро. Перечислять весь список не вижу смысла, лучше ознакомиться с ним на официальном сайте. После открытия нового сервера станет доступна специальная страница, на которой можно отслеживать прогресс выполненных ежедневных и еженедельных заданий и накопленные дарукоины. Специальную валюту для обмена на элементированные предметы. К ним относятся питомцы, фамильяры, глайдеры и расходные материалы. Все это дело будет доступно в лавке дарукоинов. При этом в сутки получится набрать не более 30 дарукоинов на аккаунт. Имена самых сильных, упорных и трудолюбивых героев будут находиться на доске почетных граждан сервера Мираж. Причем это не какая-то там бесполезная ачивка, все это дело дополнительно поощряется коллекционными и редкими питомцами, ну и прочими ценными предметами. С полным списком наград также можно ознакомиться на оффсайте. Опять же, на мой взгляд, награды достаточно интересные. В каждой категории заданий может быть до 3 победителей, и никто не запрещает занимать призовые места сразу в нескольких. Про контент. Как я уже говорил, сервер будет развиваться в 5 этапов. Первый этап развития стартовал сразу же с запуском Миража. Из интересного, максимальный уровень не ограничен, доступны все расы, все локации до Ирамийского хребта включительно. Броня и оружие из доступных инстансов и Фенская, библиотеки Эрнарда и Рамианская до Проклятой включительно. Гравировки до искусных включительно, заготовки огранщика до тройных включительно. Инстансов с участием только игроков нового сервера предостаточно. Библиотека Эрнарда, измерение хаоса, этаж 3, турнир Порт-Аргента, сады наслаждений, Нагашар, Вечный остров, а также героические инстансы. Для любителей ПВП аренного типа локальная арена, локальная же старая крепость, битва 12 межсерверная, межсерверное ристалище и локальное перепутье. Кроме того, домашнего помощника можно улучшить до 10 уровня включительно, а возможность поставить недвижимость появится, внимание, уже с 13:00 по МСК 14 сентября. Не пропустите. К слову, сразу же известно, когда стартанет второй этап развития сервера. Произойдет это 10 октября 2024 года, понятное дело. Таким образом, очевидно, организаторы слоупочить не собираются. Ну и, наконец, ответ на сакраментальный вопрос, стоит или не стоит играть на новом сервере развития Мираж. Знаете, в моем частном телеграм-канале фигурировало некоторое частное, опять же, мнение относительно того, что, мол, как-то поторопились, не прошло и года, как предыдущий сервак открылся, и тут вот новый сервер. Справедливо, не могу не согласиться, но, напоминаю, относительно недавно произошло не самое тривиальное событие, а именно Аркейдж в принципе закрылась по всему миру, и теперь доступна только вот непосредственно у нас и в Корее. И, может быть, вы не заметили, но, скажем так, легкая паника у комьюнити была. А что будет, если Аркейдж закроют и у нас? И, на мой взгляд, ничто лучше не демонстрирует, скажем так, серьезность намерений продолжить поддерживать Аркейдж в наших широтах, как старт нового сервера. Мол, Арчага продолжит существовать у нас, и вот, пожалуйте, на новый сервак. Кроме того, напоминаю, это всегда очень и очень фаново. Вот эти вот фреш-старты в Арчаге, первые 2-3 месяца это супер фаново. Все идут, все файтятся, короче, есть чем заняться. Ну и объективно, вот если говорить конкретно про меня, в плане MMORPG мне играть особо не во что. Да, что-то там появится в обозримом будущем, и вот в это что-то, честно говоря, я лучше играл бы на Корее, но это отдельно, в общем-то, видео надо записывать. Поэтому я считаю, новый сервак развития, вот этот самый Мираж по Арчаге, это как раз-таки то, что доктор прописал. Поэтому лично я пойду и буду играть. Вас, конечно же, никто не заставляет, но свои доводы я вам изложил, а там уж решайте сами. Это не реклама нового сервера, а просто информационный повод и мои мысли на этот счет. Мы же, как водится, и дальше продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе.
Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.